Хочется снимать на суперширик с хорошей светосилой, чтобы он был резким на открытую по всей площади матрицы и не хроматил. А добавьте-ка в него еще автофокус, пожалуйста, и чтобы он стоил раза в 3 так дешевле того, что уже давно есть на рынке. Согласитесь, звучит сложновато. Но Viltrox 16 мм f1.8 решение этой задачи. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня у нас на него обзор. Поехали. Ну, для начала, почему этот объектив важен? Если посмотреть на ближайшие аналоги, супер светосильные, супер широкие праймы, то их будет на пальцах сосчитать. Такие мастодонты типа Sigma 14 мм f1.8 Art за 1300 баксов, либо Sony 14 мм f1.8 G-Master за 1600 баксов считаются эталонными объективами. Есть, конечно, недавно выпущенный более совершенный Sigma 14 мм f1.4 Art по цене G-Master за 1600 баксов, но все это очень и очень дорого. Ни у Nikon, ни у Canon, к сожалению, претендентов в этот список нет. Из дешевого можно найти еще мануальный Laowa 15 мм f2 за 649 баксов, но у него нету автофокуса, да и он темнее выше представленных линз. Тут-то и начинается самое интересное. Viltrox запустили лапу на сегмент светосильных супершириков и сделали свой объектив, который уверенно пополняет наш список. У нас здесь 16 мм, светосила f1.8, есть автофокус и самое главное его цена. $549. Выглядит как что-то нечестное, ну и где-то должен быть подвох. Я на него снимаю уже месяц. Я снимал и коммерцию, и творчество. Много съемок на самом деле провел. И могу смело сказать, что подвоха здесь нет. Он хороший, искренне хороший по соотношению цена-качество. Хоть он и не идеальный. Объектив поставляется в классической белой коробке и комплектации с серым чехлом-носком, куда вы будете запихивать какие-нибудь провода, скорее всего. Разумеется, есть бумажечки, инструкции, которые никто никогда не читает. А на сам объектив уже накручена бленда. По современным меркам в дизайне стекла нету ничего особенного, хотя туда напихали огромное количество интересных элементов и покрытий, что относит его уже из сегмента любительского в более профессиональный. Колесо диафрагмы имеет крайне приятный кликер. По ощущению он мягче, чем на Sigma Art. Также этот кликер можно выключить специальным тумблером. Тогда изменение апертуры будет плавным, что хорошо для видеосъемки. К сожалению, тут нет возможности зафиксировать открытую диафрагму, что может привести к случайному ее закрытию во время динамичной съемки. Выкрутили f1.8, потом что-то бегаете, и хоп, у вас немножечко она, не знаю, рука задела кольцо. В Sigma Art, кстати, такой тумблер есть. Но он фиксирует диафрагму только в автоматическом режиме. И невозможность зафиксировать диафрагму в значении f1.4, честно говоря, меня подбешивало. Ну, потому что бывало такое, что проводишь съемку, снимаешь на 1.4, потом приходишь домой, проверяешь фотографии, а на самом деле диафрагма была не на 1.4, а немножечко закрыта на 1.6. Ядрен батон, ну почему нельзя было сделать полную фиксацию на всех диапазонах? Ничего критичного, но как бы щемит в душе тоска. Диафрагма здесь меняется от f1.8 до f22 с возможностью уйти в автоматический режим. Колесо фокуса металлическое, с неявными рисками. Иногда пальцы проскальзывают, но в 99% сценариев мы будем пользоваться автофокусом. Тут он прекрасный. Тумблер переключения автофокуса, если что, тоже имеется. Байонет у нас окольцован резиновой прокладкой, что в целом делает эту линзу пыли- и влагозащитной. Для полевых условий самое то. Я себе объектив попросил с байонетом под Sony E, но на улице Святого Никона тоже произошел праздник, и теперь Viltrox выпускают этот объектив под Nikon Z-Mount. Ребят, кто снимает на Nikon, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы раньше обходились без суперсветосильных шириков. Порыскав интернет, я альтернатив не нашел. Sigma, наверное, через переходник вешали, признавайтесь. Особенность Viltrox 16 мм в том, что внешняя линза не выпирает за пределы объектива. Это позволяет вам накрутить на него фильтр. И я этому безумно рад, потому что диаметр светофильтра здесь 77 мм. Ровно такой же диаметр на Sigma 24 мм f1.4 Art и на 85 f1.4 Art. А это мои основные рабочие объективы. И дополнив свой парк объективов этой оптикой, я просто могу использовать уже имеющиеся светофильтры тут. А в частности, мой любимый Tiffen Black Pro Mist спокойно налезает сюда. Бленда у нас имеет 4 лепестка и накручивается достаточно плавно с фиксацией на конце. Ну и вишенкой на торте будет вот этот дисплей. Он, как спортивный обвес,
на приоре. По мнению обладателей, это вау, как круто, но на деле это колхоз. И без него объектив бы стал доступней. Я, конечно, знаю, почему производители его сюда всочили, только по одной причине. Это FN2 функциональная кнопка, о которой я расскажу чуть попозже. При включении камеры нас встречает еще один логотип Viltrox. Далее включается шкала дистанции фокусировки, которая, если что, дублируется на дисплей камеры, и непосредственно сама дистанция фокуса здесь имеется. А в нижней части дисплея шкала диафрагмы. И вот тут просто логика. Зачем она отображается на дисплее, если я ее вижу в аналоговом виде на кольце парой миллиметров ниже? Может быть, она нужна для того, чтобы помочь мне в ночи выставить диафрагму? Ну, фиг знает, наверное, ночью я буду все снимать на открытую. Ну, а днем я вижу кольцо и вижу эти значения. По итогу этот дисплей, лично я считаю, конкретным рудиментом, который вообще никакой пользы не несет. А еще он неправильно показывает дистанцию до объекта фокуса, что тоже может в некотором роде сбить. Viltrox, вот вам гениальная идея. Раз уж вы добавили RGB дисплей и есть возможность перепрошить стекло, подключив его к ПК через Type-C, добавьте в прошивку возможность загружать на внутреннюю память гифку, которая будет нон-стоп крутиться на дисплее. Вот это будет просто шедеврально. Только ради этого многие купят этот объектив. Отдельно мне хотелось бы рассказать про две функциональные кнопки. Как и в случае с Sigma и Edge-мастерами, FN1 у нас программируется с самой камеры. Можно выбрать разные сценарии реагирования на нажатие, но я издревле использую ее для удержания фокуса. Это очень удобно. Пока кнопка зажата, автофокус переключается в ручной режим с активным фокус-пикингом. А вот вторая кнопка FN2 никакой связи с камерой не имеет. Она и не отображается в меню. Это переключение фокуса между двумя ранее залоченными дистанциями А и Б. Работает это так. Переключайте объектив в Manual Mode, фокусируйтесь на объекте, долго жмете на FN2 и дистанция фокуса записывается в память, как точка А. Далее фокусируйтесь на другом объекте, также прожимаете FN2 и дистанция записывается в точку Б. Далее короткое нажатие на FN2 будет быстро смещать фокус между точками А и Б. Где это может быть нужно? Ну, к примеру, в видео можно моментально перефокусироваться между двумя статичными объектами в разном удалении от камеры. Без затыков, без глюков автомата, без медлительности и шума внешнего фоллоу-фокуса. А что по качеству картинки? Ну, так как у нас все-таки супер светосильный, супер ширик, для нас важна детализация и резкость на открытую диафрагму. Данные сэмплы я сделал на Sony A7R III. Тут у нас 42-мегапиксельный сенсор, который спокойно разрешается на f1.8. Центр, разумеется, резкий. На самом деле сложно представить, какой сейчас объектив по центру не будет резким. В фронтальном освещении вообще картинка прекрасна по всей площади кадра. Резкости предостаточно, но как только мы переходим к высококонтрастным объектам в контровом освещении, именно по краям кадра, появляется небольшой софт. В рамках общего масштаба это, конечно, незаметно, но если вы, к примеру, захотите распечатать фотографию в полметра шириной, то, присмотревшись, его будет видно. На удивление, хроматических аберраций нет. Даже на плотных сенсорах они не будут вас напрягать. У объектива есть выпуклая дисторсия в центре и фишай дисторсия по краям. Вместе с виньетированием их можно исправить одной галочкой в Lightroom. Также эти компенсации доступны внутрикамерно на Соньке, поэтому искажения не страшны для записи видео. Как портретный фотограф я минимально снимаю пейзажи. Мне больше интересны портреты. И на 16 мм получаются весьма симпатичные, динамичные портретики. Группа линз, отвечающая за фокус, тут миниатюрна, и как следствие фокусировка очень шустрая. А добавьте сюда еще внушительную глубину резкости широкого угла, и вы получите минимальные промахи на объектах, удаленных от вас на расстоянии метра. Отходить от модели дальше с таким фокусным расстоянием ну просто не хочется. Ранее я уже рассказывал, что метр — это идеальное расстояние до объекта для любого объектива. Мы получаем естественную крупность и объем. Конечно, можно делать исключения даже на суперширокие углы и снимать, к примеру, крупные портреты. Тоже смотрится нетривиально и приятно. Кстати, светосила f1.8 достаточно светлая, чтобы снимать в условиях недостаточной освещенности. А также она не такая светлая, чтобы пересветить солнечный свет в зените. К примеру, вот эти кадры я делал в полдень, солнце прямо над головой. ISO 100 и выдержка максимально короткая, 1/4000. Закрыть диафрагму я себе позволить не могу. Да, есть такой пунктик.
Поэтому экспонирование у меня происходит на плюс 2 ступени по экспозиции. Равка выглядит конкретно перебитой, согласитесь. Но благо дело, Сонька без потерь эту плюсовую экспозицию компенсирует. И я получаю отлично сбалансированный кадр. Поэтому даже с солнцем в зените f1.8 может отрабатывать на современных камерах. Также мне очень понравилось, как этот объектив чувствует себя в видео. Ширина в 16 мм в киношном кропе дает достаточную ширину для съемки общих планов, не прибегая к аноморфированию. Диафрагма f1.8 опять же дает возможность снимать в лоулайте, а в случае средних и крупных портретов мы еще и получаем размытие фона с явным боке. В связке с первой A7C тут у нас автофокус также нормально трекает объекты. Резких перескакиваний и дерганий я не заметил. А на подвесе, да еще и с каталистом, мы вообще можем получить суперплавную картинку. В общем, мне понравилось. Прям даже захотелось видосики поснимать. А что по ночному небу? Он позволит ваншотом сделать широкий кадр в условиях недостаточной освещенности. Вы получите что-то подобное. Но важно понимать, что объектив — это только часть инструментария. Для создания выставочных работ вам нужно научиться многим хитростям астропейзажной фотографии. В качестве примера приведу несколько работ победителей конкурса фотографий Млечного Пути. Практически все кадры снимаются в стэк. Отдельно небо, отдельно звезды, отдельно земля. И даже отражению в воде отводится определенная роль. Каждая область сшивается по своим правилам. К примеру, небосвод за время всей экспозиции вращается вокруг полярной звезды. И нам необходим софт, который сможет компенсировать это вращение. И это только малая часть техпроцесса. Многие кадры делаются на разные фокусные расстояния, на 20 мм, на 35 мм, делаются панорамами, горизонтальной сшивкой в 10, 15, 20 кадров. Viltrox 16 мм f1.8 это хороший старт для астрофотографий, потому что он избавляет вас от нужды гигантского количества сшивки. Как и Sigma 14 мм, и G-Master 14 мм светосильный f1.8. Он хорош для астропейзажной фотографии. И для вас он будет именно стартом. Сейчас будет отмаза. Я бы вас порадовал астрофотографиями своего авторства, но, во-первых, мне просто влом, я люблю снимать портреты, а во-вторых, я сейчас нахожусь в такой локации, где просто практически невозможно снять чистое небо. Во-первых, это загрязнение от городского освещения, а во-вторых, очень-очень грязная атмосфера. Как только у нас пройдет песчаная буря, я обязательно выберусь куда-нибудь на природу подальше от городской засветки и потестирую этот объектив с ночным небом, поделаю астрофотографии, на самом деле хочется, и все это я выложу в свой телеграм-канал, поэтому не забудьте подписаться, там постоянно я выкладываю классные снимочки, новости, в общем, там интересно. Подводя итог, что мы наблюдаем? Тенденцию, как китайский рынок плавно, но уверенно интегрируется в сообщество и немножечко пододвигает топовые бренды. Грань между суперцейсами и, Китай, она начинает постепенно скрываться. Круто ли это? Конечно, круто, потому что первое, у нас появляется более здоровая конкуренция, и второе, у людей просто появляется возможность приобрести подобную оптику, соответствующую своему кошельку. В скобочках не тратить состояние на G-мастеры. Уже сейчас скачать RAW-файлы с этого стекла ты можешь у меня в телеграм-канале, ссылка будет в описании. А то, как я обрабатывал портреты на него, будет на Boosty и Patreon. Также туда я дропнул полные бэки со съемок, где использовал этот объектив. На YouTube, к сожалению, такое цензура не пропустит. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, мне будет очень приятно, и увидимся. Пока.